Привет! Думаю, все видели заголовок видео «Мразь из Белого дома». Для кого-то это прозвучит слишком громко, для кого-то непонятно. Потому что речь пойдет про Генри Киссинджера, а этот дед не так известен обычному человеку, как Кеннеди или Никсон. Типа, зачем про него делать выпуск? Почему он мразь? С другой стороны, те, кто про него слышал, могут знать его как серва-кардинала Белого дома и создателя концепции реалполитик. По ту сторону океана Киссинджера знают гораздо лучше. Он является одним из самых популярных американцев 20 века. Нобелевский лауреат, долгожитель, великий дипломат, добившийся разрядки отношений с Советским Союзом и Китаем. Дед прожил больше 100 лет и все это время оставался крайне противоречивым персонажем. В нулевых на BBC вышел материал, где Киссинджера называли, цитирую, «военный преступник с Нобелевской премией». На израильских ресурсах его часто называют антисемитом, на российских – манипулятором, который стоит за всеми решениями Белого дома, или как минимум стоял. От украинских блогеров можно услышать, что он беспринципный друг Путина. И знаете, все эти заявления правда и неправда одновременно. Честно, изучая материалы, я убедился только в одном: Киссинджер был той еще мразотой. Серьезно, смотря ролик, представляете, что в вашем коллективе завелся такой чел, и думаете, хотели бы видеть такого рядом. При этом Киссинджер был еще и очень умной мразотой. Но эффективной ли? Вопрос с подвохом. Давайте разбираться. Начну я внезапно, почти с конца. В 2019 году в Москве вышла книга с характерным названием «Понять Путина». Ее автором значился Генри Киссинджер. Это, я не знаю, как назвать. Эта книга одновременно и полнейший булшит, и шедевр. Булшит она в плане содержимого, и при этом шедевр российской пропаганды. Дело в том, что хотя Киссинджер и знатный графоман, конкретно эту книгу он не писал, потому что это не какой-то единый текст. Это просто набор цитат Киссинджера, понадерганных из самых разных книг, статей и интервью, начиная с 80-х и заканчивая 2014 годом. Именно цитат. Там ни одного текста нет, который бы приводился полностью, только отрывки. Они вырваны из контекста и подобраны так, чтобы подводить читателя к простой мысли: Путин красавчик, и США сами виноваты, что Россия захватила Крым. Я упомянул эту книгу в начале просто потому, что стопудово кто-то вспомнит про нее в комментариях. Так вот, так как Киссинджер ее не писал, то и разбирать ее я не буду. Отдельные куски текста, которые туда вошли, буду, но по-нормальному, а не из серии «Смотрите на этого тупого старого агента Кремля». Вообще с источниками про Киссинджера все интересно. Это самый, так сказать, задокументированный американец 20 века. Одни только его мемуары — это почти 4000 страниц, охватывающих 8 лет пребывания у власти. У Киссинджера была привычка записывать все свои разговоры. Но есть и проблема. Киссинджер прожил 100 лет. Он умер только в 2023. Это значит, что большинство его биографий писались при его жизни, и половину из них он сам же и редактировал. Думаю, все понимают, что доверять таким источникам в полной мере нельзя. Чтобы как-то проиллюстрировать тот парадокс, я хочу начать с двух цитат нашего героя. Первое — это 1956 год. Киссинджер пока еще просто политический консультант. Тут он комментирует действия президента Эйзенхауэра, который, по мнению Киссинджера, слабо поддерживает антисоветское восстание в Венгрии. Есть что-то педантичное и мелочное в идее, что наша задача — сдерживать революцию в Восточной Европе, и что Советы находятся в таких трудностях, что мы унаследуем мир без каких-либо усилий с нашей стороны. Все это указывает на моральную слабость со стороны свободного мира. То, чего там действительно не хватает, так это чувство миссии. Прошло 15 лет. Никсон в Белом доме. Он правая рука президента Никсона. Его спрашивают, будет ли США добиваться от СССР разрешения для советских евреев выехать в Израиль. И вот что отвечает Киссинджер: если в СССР будут отправлять евреев в газовые камеры, это не забота Америки. Может быть, мы выразим глубокую озабоченность. Если что, сам Киссинджер был евреем. Эти слова про газовые камеры в СССР ему будут припоминать до конца жизни. Но все же, а что за эти 15 лет случилось? Почему сначала Киссинджер рассуждает о некой миссии свободного мира, а потом говорит, мол,
Пусть евреев хоть в печах сжигают. Его это не интересует. Я отвечу на этот вопрос так. Киссинджер дипломат в худшем смысле этого слова. Знаете, обычно про дипломатов говорят, что у них нет своего мнения. У них есть согласованные с государством позиции. Для их работы это прямо необходимо. Но вот только у Киссинджера, по ощущениям, такое было не только во время исполнения своих обязанностей, но и вообще по жизни. Ну то есть при всем том колоссальном объеме записей, которые есть про Киссинджера, возникает впечатление, что он никогда не был искренен и всегда подстраивал текст под обстоятельства. Что, все ищете способ нормально смотреть YouTube? Или Instagram, Discord, онлайн-кинотеатр с аниме? Что там еще заблокировано? В общем, уверен, всем хочется послать эти блокировки на 3 буквы. VPN. Я советую установить Sven VPN. Скорость просто топ, YouTube летает 4К, стримы, игры, все идеально. Работают банковские приложения, спортивные трансляции, полная свобода. Подключается Sven VPN через Telegram-бота. Просто выбираешь тариф и запускаешь. К одному аккаунту можно подключить 3 устройства. Например, телефон, планшет и ноутбук. Или просто 3 телефона, тут кому как удобнее. А теперь еще лучшие новости. Во-первых, для вас, моих подписчиков, действует скидка 20% по моей ссылке. А во-вторых, вы можете протестировать Sven VPN абсолютно бесплатно. У них есть пробный период на 3 дня. Этого времени хватает, чтобы понять, насколько это классный сервис. С Sven VPN вы забудете про блокировки. Ссылка на бота в описании. Подключайтесь, тестируйте и делитесь своим опытом в комментариях. Уверен, вам понравится. Так, вернемся к тому, под каким влиянием формировалась личность Киссинджера. Почему он регулярно вел себя как беспринципный лицемер? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться с биографией Киссинджера. И начать нужно с самого детства, потому что оно было специфическим и явно повлияло на то, как Генри воспринимал мир. Родился наш Генри, а точнее Хайнц Киссингер, в 1923 году в семье ортодоксальных евреев в Баварии. Его отец был школьным учителем, а мать домохозяйкой. Думаю, вы поняли, что детство у маленького Хайнца было веселым. 1923 год в Баварии вообще не лучшее время и место, чтобы рождаться маленькому еврейскому мальчику. На эту тему посмотрите мой ролик про пивной путч, там как раз описывается ровно то время. А дальше становилось только хуже, особенно учитывая, что это, Бавария, вторая родина Гитлера. Недалеко от родного города Киссинджера Лени Рифенталь снимала «Триумф воли». Приход нацистов к власти не нес еврейской семье ничего хорошего. В Рейхе ввели законы о расовой чистоте. Евреям запретили работать в образовании и учиться в престижных школах. Из-за этого Генри не попал в городскую гимназию как ученик, а его отец потерял работу учителя. Киссинджер описывает жизнь в Рейхе в своем стиле. Вот буквально 2 его разных высказывания из разных интервью. Я не могу вспомнить никаких интересных или забавных моментов. Эта часть моего детства не является ключом к чему-либо. Я не был сознательно несчастен. Я не так остро осознавал, что происходит. Для детей эти вещи не так уж и серьезны. Представьте себе ужас жизни в нацистской Германии. Представьте, как отца, которого вы любили и почитали, заставляют бросить работу, унижают. И все это, когда вы молоды и беззащитны, и так впечатлительны. Да, это он описывает буквально один и тот же период в своей жизни, где накал страстей меняется от умер и умер до ужас какой кошмар. В этом был весь Киссинджер. В 1938 году, когда Генри было 15 лет, Киссингеры переехали в США. Можно сказать, как раз вовремя, потому что в последующем Холокосте их семья потеряла 13 родственников. В 1943 году, сразу после получения американского гражданства, Генри был призван в армию. Он вернулся в родную Германию в качестве рядового США. В 1945-м его стрелковая дивизия освобождала концлагерь Ганновер-Алем на севере Германии. Вид изнеможденных узников поразил Киссинджера. Он потом будет вспоминать, что заключенные были худыми, как скелеты, и запуганными до потери человеческого облика. Киссинджер реально был травмирован тем, что он увидел в Рейхе, особенно разговорами с друзьями, которые прошли через концлагеря. Сохранилось одно его письмо родным из победного мая 1945 года.
Я думаю, за последние 3 года всех просто задолбали упоминания Виктора Франкла и его пособия о том, как выжить в концлагере, что-то прям внутренний стержень, светлые идеалы и прочее. Я даже не буду это повторять, потому что 22-летний Киссинджер выводы сделал совсем другие. У интеллектуалов, идеалистов, людей высокой морали в лагерях не было шансов. Однажды, решив выжить, необходимо было следовать своей цели с целеустремленностью, которая не останавливалась ни перед чем. В лагерях нужно было игнорировать обычные стандарты морали. Выжить можно было только с помощью лжи, уловок и каким-то образом добывая еду, чтобы набить живот. У слабых и старых там не было шансов. Те, кто пережил лагеря, видели человека с самой худшей стороны. То есть смотрите, главная цель — это выживание. И ради выживания можно и нужно наплевать на все нормы морали. Это будет главной мотивацией Киссинджера всю жизнь — выжить и подняться наверх, любой ценой. В 2007 году журналист спросил у Киссинджера: а есть ли у вас принципы, которые вы не готовы переступить ради эффективности? На что Генри, который тогда вообще-то уже как 30 лет, как на пенсии, и которому было уже 84 года, ответил: я пока не готов ответить на этот вопрос. Если что, он умер, так и не ответив. Но давайте вернемся в момент, когда Киссингеры переехали в США. Там сразу появилась удивительная адаптивность Генри. Знаете, есть такие беженцы, которые мечтают вернуться на родину. Киссинджер был не таким. Он четко поставил себе задачу ассимилироваться в американском обществе. И не просто перешел с немецкого на английский. Он сменил имя с Хайнц Киссингер на более американское Генри Киссинджер. Самый забавный пример. В Германии Генри увлекался футболом и даже играл за городскую юниорскую команду. Но в США этот европейский сокер был нафиг никому не нужен, и Киссинджер моментально переключился на бейсбол. Причем стал болеть за Нью-Йорк Янкис. Это как жить в Киеве и болеть за Динамо, или в Питере и болеть за Зенит. То есть быть как все. Он даже порвал с религией, в смысле вышел из ортодоксального иудаизма и перешел в другое его течение, реформистский иудаизм, который был как раз типичен для Америки. В то время его целью было просто ассимилироваться и стать своим для американцев. О богатстве и славе Киссинджер не мечтал. По воспоминаниям родственников, для него тогда хорошая карьера выглядела как должность бухгалтера в какой-нибудь крупной корпорации. А продвинуться выше ему помогла, как ни странно, служба в армии. Раньше новобранцев по разным родам войск распределяли по результатам IQ-теста. Генри сдал его на очень высокий балл, а еще он был беженцем из Германии. Поэтому номинально его отправили в пехоту, но грязь в окопах Киссинджер не месил. Его сделали политруком, а в Америке эта должность называлась Educational Officer. То есть он читал лекции в своей роте и объяснял другим солдатам, за что они воюют. И это он делал в 21 год и без высшего образования. А когда американцы вошли в Германию, рядовой Киссинджер был переведен в контрразведку. Его сделали ответственным за, простите, денацификацию. Правда, ловил он настоящих нацистов, а не воображаемых. И ловил неплохо. Киссинджер выследил 12 бывших сотрудников гестапо. В какой-то момент его даже сделали начальником округа. Весной 1945 года он неделю был военным комендантом городка Крефельд, просто потому, что он был единственным, кто знал немецкий в оккупационных частях. Причем, что характерно, в Германии он тоже быстро адаптировался. Как в Нью-Йорке еврей Хайнц Киссингер стал американцем, так в оккупированной Западной Германии сержант армии США Генри Киссинджер превратился в немецкого аристократа. Он жил на конфискованной вилле, закрутил роман с баварской дворянкой, вдовой офицера вермахта, посещал скачки и спортивные состязания. Он вообще в этом был настолько эффективен, что его после демобилизации на год задержали в Германии, где он читал лекции для офицеров контрразведки на тему, что такое нацисты и как их уничтожать. За службу Киссинджер получил бронзовую звезду, почетную награду США. Но для Киссинджера, я думаю, куда важнее было то, что он за свои лекции получил $10 тысяч, примерно 100 тысяч на современные деньги. А еще он нашел влиятельных покровителей в разведке США, которые написали ему рекомендации. Так что после войны Киссинджер смог поступить в Гарвард на политолога, а по меркам США это пропуск в самую верхушку общества. К
К 1950 году он получил степень бакалавра, потом магистра, а затем и PhD. В универе продолжалась уже знакомая нам история. Киссинджер всячески подлизывался к преподавателям и прочим авторитетным фигурам, то есть к тем, кто стоял выше его, а к однокурсникам относился с презрением. Однокурсники за это его называли Генри С. Киссинджер. Думаю, игру слов вы понимаете. И это они еще не знали главного. Все время учебы Киссинджер был осведомителем ФБР, потому что у нас в времена Холодной войны сенатор Маккарти вовсю призывает разоблачать скрытых коммунистов, а у Генри уже был опыт службы в контрразведке, поэтому ничего удивительного, что к нему обратилась другая американская спецслужба. Впрочем, вроде бы за время работы осведомителем Киссинджер никого не сдал. Может потому, что в его окружении коммунистов не было даже близко. Главное, что тут рисуется портрет человека, который лез наверх путем лизания задниц. Но это не совсем справедливо. Он реально был очень умным. Вот цитата одного из его приятелей тех лет. Генри действительно был почти таким же гениальным, каким он себя считал. Так что это компенсировало все. Киссинджер был маньяком учебы. Свою дипломную работу он сдал на 400 листах. Это во время, когда не было компов и клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Все набирали вручную на печатной машинке. А еще в универе Генри вступил в ФБК. Правда, расшифровывался он не как форт борьбы с Кацем, а как братство Фи Бета Капа. Элитное общество для студентов-мажоров из всех самых престижных универов. Еще один пропуск в американскую элиту для еврейского эмигранта. Членом Фи Бета Капа были, например, Билл Клинтон и отец Барака Обамы. А еще в Гарвард часто заезжали иностранные политики. Так Киссинджер познакомится, например, с будущим президентом Франции, будущим премьером Израиля, президентом Турции и еще кучей разных персонажей. Но нетворкинг — это ладно. Самое главное — то, чему он там научился. Среди преподавателей Киссинджера был такой Рейнгольд Нибур, протестантский теолог, который разработал концепцию христианского реализма. Нибур много чего говорил, но нам важна одна его идея, что человек морален, а общество в целом аморально. Или преподаватель политологии Ганс Маргентау, еще один еврей-иммигрант из Германии, который переехал в США примерно в одно время с Киссинджером, но уже в статусе профессора. Маргентау тоже рассуждал на ту тему, что человеки порочны по своей природе. Для этого и нужна государственная власть, чтобы придавливать пороки в человеке. И в политике невозможны никакие рассуждения о морали. Поэтому отношения между государствами должны вестись исключительно исходя из национальных интересов, а не из каких-то высоких целей. Причем у разных народов может быть разный взгляд на национальные интересы. Свою концепцию он назвал реальная политика, то есть реалполитик. Да, сейчас эту идею практически все связывают с именем Киссинджера, но придумал ее не он. Вообще, подобные идеи во времена его студенчества носились в воздухе, потому что как бы 40-е у нас мир прошел через 2 кровавые войны. Попытки интеллигентов-идеалистов построить лучший мир закончились тем, что в одной стране устроили большой террор, а в другой вообще людей в печах сжигали. Тут как бы легко разочароваться в человечестве. А еще у нас холодная война, причем самый жесткий период. Один полюс СССР, который типа строит лучшее будущее на основе идеологии, а на другом полюсе США, в которой вместо идеологии бурно развиваются мысли, что это ваша идеология чушь собачья. Никакого лучшего общества строить не имеет смысла, и надо быть реалистами. А я думаю, что вы поняли, что Киссинджер и так был достаточно циничным персонажем. Поэтому идея, что в политике морали не место, он прекрасно принял и даже развил. Тут, пожалуй, нужно сформулировать, что такое это ваш реалполитик. В понимании Киссинджера все выглядело так. В мире есть государство. У государств есть свои интересы. Интересы — это прежде всего выжить, а по возможности расшириться. А поскольку у каждого государства интересы разные, то когда они пересекаются, возникают конфликты. Как этого избежать? Построить мировой порядок так, чтобы было равновесие между государствами, точнее между великими державами с большой буквы, чтобы у каждого была своя сфера влияния, все уважали друг друга и по возможности конфликтовали поменьше. А все остальные страны поменьше — это просто корм, их можно не учитывать вообще, они просто должны так или иначе быть в сферах влияния великих держав.
Кстати, при всем при этом Киссинджер никогда не опускался до уровня цинизма нынешнего Путина. То есть от него нельзя было услышать, что война была всегда. Для Киссинджера идеалом был всеобщий мир. На самом деле эта концепция старая, как говно мамонта. Ее даже не Моргентау придумал. По сути, идеалом для Киссинджера была система, которая существовала в 19 веке. Если кто-то забыл учебник истории за 8 класс, после победы над Наполеоном Англия, Франция, Россия, Австрия и Пруссия разделила между собой Европу и договорилась решать все проблемы на конгрессах. Там в середине века был период, когда порядок рухнул, случилось несколько войн, от Крымской до Франко-Прусской. Но после этого все решили восстановить систему конгрессов, и плюс-минус до Первой мировой войны такой режим и продержался. Суммарно получилось таким макаром избавить Европу от войн на 40 лет в начале 19 века, а потом еще на 40 лет в конце. Повторюсь, для Киссинджера эти времена были идеалом. Его докторская диссертация была как раз про то, как на Венском конгрессе строили новый мировой порядок. Ну и думаю, вы понимаете, что в этой оптике нет вообще никакого места для идеологии, никакой демократии, никаких прав человека во всем мире. Вообще все эти права — это внутренние дела каждого государства. Для отношений между государствами нужно учитывать только национальные интересы, а бороться за демократию во всем мире бессмысленно. Киссинджер даже в холодную войну не очень верил. Ну, то есть, как это выглядело в его оптике. Есть СССР, и там сидят психи, которые решили зачем-то устроить мировую революцию. Киссинджер считал СССР чем-то вроде современного Наполеона. То есть коммунисты как раз опасны тем, что борются за новый мировой порядок во всем мире на основе своих представлений о прекрасном. Но наличие психов в Москве не означает того, что мир у нас разделен на два полюса. Просто потому, что никакого второго полюса нет. Нет никакого единого свободного мира. Есть просто СССР, который надо сдерживать. Вывод: нужно создать систему баланса, которая бы блокировала распространение коммунизма. Важная деталь: речь не про уничтожение коммунизма, а про его сдерживание. Как-то в 50-е Киссинджера спросили, а что делать, если СССР в какой-то момент прекратит распространять коммунизм, согласится на баланс интересов, но внутри у себя останется таким же с ГУЛАГом и расстрелами. Киссинджер ответил, что в таком случае у него к СССР претензий не будет. Я предпочту порядок в отсутствие морали моральному отсутствию порядка. Силовой вариант Киссинджер отметал, просто потому, что тогда уже было ядерное оружие. У Киссинджера первые работы как политолога как раз были про то, что в век ядерного оружия глобальные войны невозможны, потому что обмен ядерными ударами приведет к глобальному уничтожению. На этих рассуждениях и началась его политическая карьера. Изначально Киссинджер просто был одним из преподавателей Гарварда. Через год после получения докторской степени он опубликовал статью про политику. Киссинджера заметили. Пока что не государство, а Совет по международным отношениям. Тут нужно сказать пару слов про эту организацию. Потому что в России, да и не только, эту порой организацию изображают как верховного рептилоида, который правит Америкой и назначает президентов. На деле, по крайней мере в 50-е, это было даже не НКО, скорее такой клуб по интересам, где обсуждали внешнеполитическую повестку различные чиновники и бизнесмены. Совет, безусловно, не управляет Америкой. Его влиятельность обеспечивалась тем, что туда входили просто всякие люди из элиты. Так вот, Киссинджеру 33. Его приглашают в этот совет и дают задание написать большую книгу про то, как ядерное оружие изменило международные отношения. Разумеется, за очень приличный грант. Киссинджер взял отпуск в универе и принялся за работу. Он шарашил как проклятый и за 2 года выдал свой первый аналитический труд «Ядерное оружие и внешняя политика». И это был разрыв. Книга продалась в 72 тысячи копий, что мало для Гарри Поттера, но очень много для научной работы по политологии. Почему она выстрелила? Потому что Киссинджер попал в нерв. 1957 год — это год, когда в СССР запустили спутник Земли. И это очень напугало американцев, потому что если русские могут запускать ракеты в космос, а мы не можем, это значит, что советский ВПК круче нашего. Киссинджер утверждал обратное: советский ВПК не обгоняет американский, а ядерное оружие глобально бессмысленно, потому что средство сдерживания, которое боятся применять, перестает таким быть. Вместо этого нужно бороться с распространением коммунизма. Киссинджер стал селебрити, его заметил фонд Рокфеллера и взял к себе
себе на работу. Ему дают руководить программой изучения вопросов обороны в Гарварде. При этом Киссинджер продолжает писать тексты по политологии, то есть не пропадает из инфополя. Куча денег, слава. Но ему этого уже стало недостаточно. Он хотел пробиться в реальную политическую власть. Изначально Киссинджер был политическим советником Нельсона Рокфеллера, миллиардера и одного из организаторов фонда Рокфеллера. Тот упорно пытался стать президентом США, но регулярно проваливался на праймерис. В 1960-м кандидатом от республиканцев стал бывший вице-президент Ричард Никсон, но выборы в итоге выиграл Кеннеди. Киссинджеру в целом было плевать, на какую партию работать, и он пытался попасть в администрацию демократов, но быстро понял, что там все ключевые должности занимают родственники и друзья президента, поэтому вернулся к республиканцам. После убийства Кеннеди президентом стал демократ Линдон Джонсон. Он ценил Киссинджера как эксперта, но не больше. Шансов попасть во власть у Киссинджера при нем не было. Но Джонсон вляпался в войну во Вьетнаме и стал стремительно терять рейтинг. Вместо него на выборы от демократов шел очень популярный Роберт Кеннеди, но его убили незадолго до голосования. Так что расклад был такой. От республиканцев снова баллотировался Ричард Никсон, от демократов вице-президент Хамфри. Оба кандидата предложили Киссинджеру работать на них, обещая сделать его советником по внешней политике. И тут Киссинджер делает ход конем. Он устраивается работать в штабы обоих кандидатов. А что, так можно было? Нет, так было нельзя. Но это все-таки еще не времена интернета, так что Киссинджер смог работать на Хамфри явно и на Никсона тайно. Это при том, что вообще-то Киссинджеру они оба не нравились. Хамфри он считал наивным леваком-идеалистом, а Никсона тупым реднеком. Но раз уж его друг Рокфеллер опять пролетел мимо праймерис, приходится вертеться. И не просто вертеться. На тех выборах Киссинджер провернул прям дикую грязь. Выборы проходили на фоне войны во Вьетнаме. К этому моменту репутация войны в США была в зоне плинтуса. Можете посмотреть наш ролик про Вьетнам, я там подробно об этом рассказываю. В общем, все ждали перемирия. И вот президент Джонсон почти добился того, чтобы перемирие во Вьетнаме было подписано в 1968 году. Это было очень политически выгодное решение, и Джонсон специально назначил переговоры на октябрь 68-го, за пару недель до выборов, чтобы получить максимальный эффект. Историки, кстати, серьезно думают, что, пойди все по плану, президентом стал бы Хамфри. Но в штабе Хамфри был крот республиканцев. Киссинджер, как специалист по дипломатии, был в курсе переговоров и даже сам летал в Париж на их подготовку. И он слил данные штабу Никсона, а тот по своим каналам надавил на президента Южного Вьетнама, и тот сорвал переговоры. То есть судьба целой войны была принесена в жертву политическим интригам. В итоге все сработало. Никсон выиграл выборы и дал Киссинджеру пост советника по внешней политике, а Рокфеллер снабдил выходным пособием в $150 тысяч. Как сформулировал это один американский историк, пост президента был продан. В итоге Киссинджер проработал в Белом доме до 1977 года. Сначала как советник по внешней политике, а затем как глава Госдепа. Есть достаточно распространенная легенда про Киссинджера. Формулируется она вкратце так. Он бы стал президентом США, если бы это не запрещала Конституция. Ну, то есть, если бы он родился в США. Смысл такой, что Киссинджер настолько подобрал под себя всю власть, что по сути управлял государством, был таким серым кардиналом, который полностью контролировал внешнюю политику при Никсоне. Про Киссинджера говорили то же, что сейчас про Маска. На самом деле все было сложнее. Никсон и Киссинджер друг друга недолюбливали, потому что они состояли уж совсем из разного теста. Никсон был профессиональным политиком из калифорнийской провинции, воспитанным на традиционных ценностях. Киссинджер был циничным интеллектуалом из Нью-Йорка. В итоге Киссинджер публично называл Никсона странным, неприятным мизантропом и посредственностью, а Никсон Киссинджера подлецом. Разумеется, все это было уже после того, как Никсон потерял власть, а до этого Киссинджер публично всячески высказывал ему уважение. Ну, вы помните, Киссинджер, все такое. Никсону был нужен умный человек и эффективный дипломат, как Киссинджер. Но Киссинджер умудрился остаться главой Госдепа и при следующем президенте Форде. Правда, его роль снизилась, а демократ Картер не приглашал его даже как консультанта. Пик карьеры для гениального эмигранта закончился. Но что он успел сделать за свою карьеру? Насколько был эффективен? Первое крупное дело, за которое он взялся, это был Вьетнам.
Опять же, за деталями отсылаю к большому ролику на эту тему. Факт в том, что, в общем, не Киссинджер придумал, что из Вьетнама нужно уходить. К тому моменту это уже был мейнстрим. В деле вывода из Вьетнама Киссинджер прославился двумя вещами. Во-первых, эпатажными заявлениями. Например, что Вьетнам — это страна четвертого порядка, и она не должна мешать великим державам. И вообще, что предпочитает поужинать с генсеком Северного Вьетнама, а не с президентом Южного. А во-вторых, с подачи Киссинджера в 1969 году США начали операцию Миньо. Это был полный ахтунг. В чем суть? Коммунистические партизаны в Южном Вьетнаме снабжались по тропам Хо Ши Мина, которые пролегали через соседние страны – Лаос и Камбоджу. А Лаос и Камбоджа на тот момент это нейтральные монархии, которые пытаются как-то лавировать в холодной войне. И вот американская авиация вдруг начинает бомбить их территорию. Причем все это нужно было не для победы во Вьетнаме, в нее давно никто не верил, а для усиления переговорных позиций. Тропы, конечно, проходили в основном по джунглям, но под раздачу попали и деревни. Ну и в итоге эти две страны оказались втянуты в войну. В Камбодже все вообще оказалось печально. Тамошний король был как раз той хитрой жопой, которая хотела в холодной войне усидеть на всех стульях сразу. То есть пытался дружить и с СССР, и с Францией, и с США. Но Киссинджер все это похерил. В ответ на бомбежки местное правительство почему-то разозлилось и стало помогать Вьетнаму в открытую. Тогда при поддержке ЦРУ в Камбодже произошел переворот, короля свергли. Но добились только того, что в стране началась гражданская война. Уже на этом этапе были многие тысячи погибших. А когда во Вьетнаме было подписано перемирие, американцы просто ушли из Камбоджи, кинув тамошнее правительство так же, как кинули южно-вьетнамское. И в итоге там к власти пришел командир коммунистических партизан Пол Пот и устроил натурально ад на земле с миллионами погибших. То есть с подачи Киссинджера США буквально с ничего отправили целую страну в каменный век. Причем страну, которая не была врагом Америки. Собственно, когда BBC называли Киссинджера старым военным преступником, они имели в виду именно этот эпизод. Ну и еще то, что Киссинджер организовал переворот в Чили и приход к власти Пиночета. Но на фоне бойни в Камбодже это выглядит как безобидная шалость. А что можно записать Киссинджеру в достижение? В первую очередь, это, конечно, разрядка отношений с СССР и Китаем. Но опять-таки, разрядку и договор об ограничении вооружений начали планировать еще до Киссинджера при президенте Джонсоне. Но тогда случились советские танки в Праге, и все сломалось. А вот Киссинджер с его цинизмом в этом проблем не видел, потому что, помните, он говорил, что если СССР откажется от мировой революции, его больше ничего не волнует. А при Брежневе совок вроде бы официально провозгласил переход к мирному существованию. То есть с ним можно было ввести отношения как с обычной страной. А что там диссидентов в психушку кладут? Ну, вы не понимаете, это не дело США. В этом плане показательна как раз история с евреями. Еврейская диаспора США требовала не соглашаться на разрядку с СССР, пока там не разрешат евреям выезд в Израиль. На что Киссинджер прилюдно назвал американских евреев жадными ублюдками, которые думают только о себе. А потом выдал ту самую фразу про газовые камеры, за что его до сих пор в Израиле не любят. Но под эти скандалы удалось действительно добиться многого. По сути, на 10 лет до вторжения войск СССР в Афганистан отношения между странами потеплели. В 1972 году подписали договор об ограничении стратегических вооружений, а в 1973 году в США приехал Брежнев и лично встретился с Никсоном. Процесс будет запущен и продолжится и после Никсона. В 1975 году будет создана ОБСЕ, а СССР даже пообещает соблюдать права человека. Но, наверное, даже важнее замирения с СССР было замирение с Китаем. Чтобы вы понимали, на дворе еще времена Мао. У Китая была репутация, как сейчас у КНДР, только с ядерным оружием. Но что еще важнее, Китай со времен Хрущева враждовал с Советским Союзом. По вопросу, сколькими пальцами звездиться. То есть у кого социализм более правильным. Дошло даже до военных столкновений на острове Даманский. То есть в холодной войне де-факто появилась третья сторона. И Киссинджер влетает в Китай договариваться. Там вообще была забавная история, хотя, может, вы ее знаете, если смотрели Форреста Гампа. Переговоры были секретными, и сначала в Китай отправили сборную США по настольному теннису.
Там был момент, что сильнейшими командами в мире на тот момент считались США и КНР. Вот решили устроить товарищеский марш. А вместе со спортсменами тайно приехали агенты Госдепа договариваться о встрече. Первый визит Киссинджера, кстати, тоже был тайным. Ему было даже плевать на то, что США не признавали КНР как государство и поддерживали Тайвань. Тайвань даже заседал в Совбезе ООН на место Китая. И первое, что потребовали в Китае от Киссинджера, свернуть поддержку Тайваня и исключить его из ООН. Если что, от таких требований офигели даже в США. Например, против был Буш-старший, тогдашний посол США при ООН. Но по итогу Киссинджер на все согласился и убедил Никсона согласиться, потому что союз с КНР выгоднее союза с Тайванем. Более того, в 1972 году Никсон приехал в Китай и встретился с Мао Цзэдуном лично. И, кстати, господа коммунисты, которые любят поговорить про китайский путь. Китай избежал кризиса только потому, что еще в начале 70-х де-факто вышел из холодной войны и сократил военные расходы. Прокачивать армию КНР начнет только в нулевые, а сэкономленные деньги будут отправлены на товары народного потребления и поднятие уровня жизни. А потом в Китае пройдут рыночные реформы, и угадайте, откуда они получат основные инвестиции? Конечно, из США. А вот СССР до конца 80-х будет тратить безумные деньги на оборонку и содержать кучу сателлитов, пока не развалится под тяжестью расходов. И вот из 2025 года я даже не знаю, как это комментировать. В моменте это была колоссальная победа для США. Китай из врага стал сильным союзником. Но на перспективу американцы по сути сами вырастили страну, которую сегодня называют главным противником. И вообще, в этом вопросе тоже не обошлось без «но». Тогда союзником Китая был Пакистан, а в состав Пакистана входил Бангладеш. И как раз в 1971 году в Бангладеше начинается война за независимость. На что Пакистан ответил, в общем-то, геноцидом. По разным данным, в Бангладеш за год погибло от 300 тысяч до 3 миллионов человек. Весь мир стоял на ушах. Даже группа Beatles записала концерт для Бангладеш. Короче, весь мир, кроме Киссинджера. Тот рассуждал так: мы теперь союзники Китая. Пакистан тоже союзник Китая, а значит наш союзник. В Южной Азии США, Пакистан и Китай противостоят союзу СССР и Индии. Значит, мы не будем вмешиваться. Ну а что там, геноцид? Да, вы поняли, это не дело США. В общем, вы поняли принцип работы Киссинджера. Можно сказать, что он действовал по своей методичке. Что главное, баланс интересов, а мораль потом. Последним делом Киссинджера было урегулирование на Ближнем Востоке после войны Судного дня 1973 года. Эта история подарила нам еще один термин – челночная дипломатия. Потому что Киссинджер как угорелый мотался между Израилем, Сирией, Египтом и Саудовской Аравией, договариваясь о мире. По его собственным словам, только с Хафезом Асадом, отцом Башара, он встречался 28 раз. С Сирией договориться так и не удалось, но мир между Египтом и Израилем был подписан. Правда, опять же, Киссинджеру повезло, что в Египте сменилась власть, и новый диктатор в целом был настроен на окончание войны. И вот я нарисовал портрет человека, который вроде бы за мир любой ценой, да? Вот только не совсем. Киссинджер изменил свое отношение к СССР и Китаю только потому, что СССР и Китай согласились играть по общим правилам. До того он был сторонником сдерживания. А те режимы, которые продолжали борзеть, он требовал наказывать. Поэтому в нулевые Киссинджер внезапно снова оказался в центре внимания, когда поддержал Буша-младшего и вторжение в Ирак. Причем не из-за геополитики. Мотивация была примерно такая. Саддам Хусейн задолбал нарушать международное право. Он представляет угрозу стабильности региона. Ему надо показательно надавать по башке, чтобы другим неповадно было. А в 2019-м он призывал уничтожить Иран и его исламскую империю на Ближнем Востоке. В этом плане действительно забавно выглядит то, что в те же годы Киссинджер говорил о том, что украинский кризис надо решать с учетом интересов России. И в 2016-м даже летал в Москву и встречался с Путиным. Хотя, надо сказать, он всегда оговаривался, что выступает за полную независимость Украины от РФ. Но я думаю, вы уже поняли, что верить словам Киссинджера – это такое. Тут два варианта. Либо он почему-то считал, что Путин, в отличие от Ирана, не является революционным режимом, угрожающим миропорядку. Либо все упирается в наличие ядерки.
В смысле, если у страны нет сильной экономики и ядерного оружия, то это не великая держава и не должна там что-то вякать, пока серьезные дяди разговаривают. Итак, какой из всего этого итог? В 90-е Киссинджер как-то ответил журналисту: сейчас модно объяснять все психоаналитически. Политические преследования моего детства — это не то, что управляет моей жизнью. Но не знаю, по-моему, условия жизни сначала в нацистской Германии, а потом на положении эмигранта в незнакомой стране воспитали действительно очень специфическую личность. Киссинджер вызывает впечатление отбитого циника, готового на любую грязь ради своих целей. Был ли он при этом эффективен? Ну, в свою пользу, безусловно. Карьеру он построил блестящую, прославился на весь мир. Как дипломат, ну, такое. Повторюсь, уход из Вьетнама в конце концов закончился срывом перемирия и падением проамериканского режима. Разрядка продержалась меньше 10 лет и закончилась Афганом и новым витком холодной войны. В долгую удалось задружиться только с Китаем, но, похоже, США сейчас расхлебывают последствия дружбы с Мао в 70-е. И не хочу сказать, что Киссинджер плохой дипломат. Я хочу сказать, что миф о нем, пожалуй, больше его самого. Спасибо за просмотр, и не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Если плохо работает YouTube, напоминаю про Sven VPN. Ссылка на установку и инструкцию есть в описании. Ну и по традиции призываю вас подписаться на наш Patreon или спонсор. Эти скромные донаты продолжают нас поддерживать и мотивируют работать больше и лучше. Для тех, кому не хочется разбираться в этих площадках, мы сделали закрытый телеграм-канал. Там плюс-минус то же самое: ролики без рекламы, личные истории и инсайды. Скоро специально для спонсоров я выложу подробный ролик о своих приключениях последних месяцев. Как я чуть не утонул в болоте, сидел в СИЗО и жил в лагере для беженцев. Подписывайтесь. Ну и как обычно говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Душный Дэн, Водолей, Крейзи Кэт, Анна Макунина, Денис Романов, Даниил, Нона Шинкаренко, 24 of them, Донбассянин в стране басков, секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще вот эти вот замечательные люди. И обязательно не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылка тоже есть в описании, потому что там я рассказываю многое о том, как я оказался в Германии, что я здесь делаю, с какими проблемами я сталкиваюсь и вообще какова жизнь мигранта. Это интересно, скорее всего, поэтому приходите по ссылке. Всем спасибо, всем пока.